Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 26 апреля, пятница, проводим с вами промежуточный выпуск. Хочу напомнить, что в комментариях к этому выпуску вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже в воскресенье в первой половине дня. Еще раз повторяю, оставляйте, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях к этому ролику. И перед тем, как формулировать вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. Это поможет мне сориентироваться, где обычный комментарий, а где вы формулируете свои вопросы. Большое спасибо за понимание. Также хочу напомнить, что у нас существует Patreon. Patreon у нас прекрасный, более 2 часов каждый раз провожу, ну, обычно около 2 часов, в прошлый раз 2 часа 30, больше 2 часов 30 минут. Был у нас выпуск Patreon, пытаюсь отвечать практически на все вопросы, но чем дальше, тем вопросов становится больше, тем не менее, практически на все вопросы отвечаю, и, соответственно, в Patreon я более открыт, более откровенен. Хотите получить больше информации, хотите получить практически гарантированный ответ на свой вопрос, пожалуйста, подписывайтесь в Patreon. Вы поддерживаете нас, мы поддерживаем вас. Здесь все взаимно. Также хочу напомнить, что вы можете поставить даже авансом лайк этому ролику. Абсолютно ничего сложного нет, просто поставить нажать пальцем на соответствующую кнопочку, и уверен, что нам будет приятно, а вам совсем не сложно. Это тоже своего рода поддержка. Так, перейдем сразу к выпуску. Сразу. Интересно звучит, особенно после того, как довольно долгий анонс. Тем не менее. На этой неделе самое значимое событие – это борьба бульдогов под ковром. Есть такое расхожее выражение, да, которое вырвалось наружу. Наружу вырвалось в виде задержания и ареста Тимура Иванова, заместителя министра обороны Российской Федерации. Интересный случай, интересный и показательный, самое главное, мы его ждали. Ждали и, надо отдать должное, дождались. Не без нашей помощи начали происходить подобные вещи, тем не менее. Тем не менее, стоит понимать, что удар по Шойгу, а это именно удар по Шойгу, это довольно-таки знаменательное событие. Вы ведь помните, что в начале войны, после провала первых дней так называемой специальной военной операции, Шойгу был практически потерпевший в российском руководстве. Были уничтожены, ликвидированы шаманы, которые проводили обряд для Путина перед войной, которые пообещали, которые там увидели какую-то птицу, летящую, значит, над миром и так далее. Эти люди были ликвидированы, причем были ликвидированы путем отсечения основной части тела, основной, я имею в виду, головы, в зверской форме были ликвидированы по приказу Путина. Шойгу был в депрессии, был в болезненном состоянии, практически не принимал участия ни в первые дни не принимал участия в совещаниях, позже стал принимать участие, но без так называемого права голоса. Крайне незавидна была тогда его судьба, его даже некоторые деятели пытались похоронить в информационном пространстве, сообщив то о его смерти, то еще что. Было довольно-таки весело. Тем не менее, Шойгу жив и относительно здоров. Шойгу вернулся в пул первых лиц. Да, первоначально он принимал после совсем уже жесткой травли на него, да, все-таки стал принимать участие, как я уже и говорил, в совещаниях после небольшого перерыва. И надо опять-таки отдать должное, умел тихонько находиться без лишних слов сидеть и, что называется, махать гривой или кивать головой, как кому больше нравится, утверждая те или иные решения Верховного Главнокомандующего. Стоит опять-таки понимать, что после
эффективного, по мнению российского руководства, еще раз подчеркиваю, исключительно по мнению российского руководства, зимнего наступления 22-23 годов российской армии, когда были оккупированы Бахмут и Солидар. Да, там значительная роль, конечно, ЧВК, тем не менее. Шойгу практически опять оказался на коне. А марш Пригожина на Москву практически полностью вернул Шойгу уже в лоно тогда еще живого президента России Владимира Путина. Ну, вернул в лоно, звучит замечательно, но тем не менее опишем это именно такими словами. Примерно так и было, скажем. Так вот, мы уже об этом говорили многократно. Пригожин требовал задержания, Герасимова и Шойгу был действительно задержан. Как только Пригожин свернул решение о мятеже, вернулся на ранее оговоренные позиции, Шойгу был немедленно из-под задержания выпущен на волю вольную. Именно эти действия стали причиной тогда достаточно серьезной размолвки между президентом России Владимиром Путиным и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Шойгу вернул себе значительную часть аппаратного веса. После смерти президента России Владимира Путина Шойгу вошел в Политбюро, как один из людей-держателей подобного секрета. Так вот, вся эта преамбула была к тому, что несмотря на то, что Шойгу является обладателем определенных тайн Кремля, несмотря на то, что Шойгу является одним из немногих, которым достоверно известно о смерти президента в России Владимира Путина, я имею в виду в российском руководстве. Этот человек принадлежит к элитам первого круга. В этом нет, во-первых, никаких сомнений, ну а во-вторых, удар по нему – это достаточно серьезный показатель внутренней напряженности в Политбюро 2.0. Шойгу сейчас находится в очень и очень уязвимом положении. Ему надо принимать решение, с какой группой он будет находиться в ближайшее время, с группой Патрушева или с группой Чемезова, но ни та группа не горит желанием принять его в свои ряды. До момента задержания Иванова Шойгу считал, что ему комфортно не находиться в какой-то одной из групп и быть таким независимым человеком. Ну, независимых в российской власти не бывает, и пример давления на него в качестве задержания, а потом ареста Иванова, это прекрасным образом демонстрирует. Что это значит? Это значит, что в скором времени борьба не просто будет вырываться чем дальше, тем больше наружу. Это значит, что скоро это противостояние перейдет в критическую фазу. Критическая фаза будет развиваться довольно быстро, ну, особенно если смотреть на это с точки зрения исторических процессов, практически моментально. Тем не менее, наши прогнозы остаются прежними. Вторая половина лета, начало осени, что называется, раскрытие полномасштабного этого кризиса. Ну и далее все пойдет по нарастающей. Конец этого года, начало следующего будет завершением, скорее всего, по нашим, по крайней мере, планам и по нашему пониманию, нынешнего режима. Посмотрим. Так, наши уважаемые зрители и слушатели, хочу вам напомнить, что мы сообщали в нашем телеграм-канале о радиационном загрязнении в Курганской области. Жителям Курганской области обращаемся и считаем, что вам стоит быть особенно осторожными и внимательными, попробовать своими силами организовать замеры радиационного фона. Попробуйте. И я думаю, что
Если вы обнаружите у себя в непосредственной близости с местом вашего проживания повышенный радиационный фон, стоит принимать решение о передислокации в другие места, где нет радиационного загрязнения. Повышенный радиационный фон наблюдается не по всей области, но тем не менее. Тем не менее. Дорогие зрители и слушатели, наши дорогие и любимые, хотим вам напомнить, что мы вас любим, это искренне, это самое главное, а мы работаем для вас. Подписывайтесь на Patreon, подписывайтесь на наши каналы, оставляйте вопросы в комментариях к этому ролику. Ну и будет удовлетворено ваше любопытство. В этом нет никаких сомнений. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.